Всем привет! Вы планируете покупку нового бойлера или замену старого и хотите при этом экономить на платежках по электроэнергии? Это видео для вас. Обычный электрический бойлер состоит из бака, внутри которого находится сухой тен или мокрый, регулятора температуры и термометр. У нас же стоит бойлер косвенного нагрева фирмы Atlantic. На вид это обычный бойлер, но если присмотреться, то сбоку вы увидите, что к нему подходят трубы от системы отопления. Также внутри этого бойлера находится змеевик, через который проходит горячий теплоноситель от самой системы отопления. При этом теплоноситель не контактирует с нашей водой холодной, которая нагревается, а просто передает ему тепло и входит в обратку. Как же подключить данный бойлер? Если вы живете в частном доме и у вас есть твердотопливный котел или газовый котел, и вы отапливаете свой дом, вы можете подключить параллельно своей системе отопления данный бойлер. Тем самым, когда вы будете прогревать и дом весь, и одновременно будете греть воду. Это очень удобно, и если у вас, например, дрова дешевые, то будет экономно. Если верить паспортным данным данного бойлера, при нагреве от электротена бойлер будет греться где-то 2-3 часа. А если он будет греться через змеевик от системы отопления, он нагреется за 20-30 минут. В моем же случае я живу в многоквартирном доме, и у нас нет центрального горячего водоснабжения. И данный бойлер я подключил к центральной системе отопления, тем самым платежка за отопление у меня остается та же, а платежка за электроэнергию в зимнее время у меня уменьшается, потому что бойлер греется с помощью системы отопления. Расскажу вам несколько нюансов при подключении, чтобы у вас не было проблем с соседями. Если вы живете на первом этаже, то в принципе проблем нет, и у вас теплоноситель идет сверху вниз, то данный бойлер вы можете подключить последовательно. От соседей идет труба горячая, потом заходит в бойлер и выходит обратка, уходит в подвал, в обратку системы отопления. Но если вы живете на верхних этажах, как я, то такое подключение не стоит делать, потому что заходя в бойлер, горячий теплоноситель выходит с него почти холодный. А это значит, что соседям внизу он будет поступать холодный, и они будут мерзнуть. Это очень будет плохо, они будут ругаться. Что сделал я? Я подключил бойлер параллельно своему радиатору. Тем самым часть теплоносителя горячего уходит в сам бойлер, а часть заворачивается в самом радиаторе вниз в обратку. И тем самым делится все пополам. А это значит, что соседи внизу уже не так будут ощущать потерю тепла. При таком подключении бойлер греется немножко дольше, где-то 2-3 часа. В принципе, это то же время, как и от электротена. Давайте подытожим. Летом мы греем воду с помощью электротена. А зимой мы ее греем с помощью теплоносителя. В среднем это с осени до весны, это 6 месяцев. В моем случае мы тратим за месяц около 10 кубов воды. Часть это горячая вода и часть холодная. По расходу летом у нас выходит приблизительно 340 киловатт вместе с бойлером расход. Зимой же у нас уменьшается до 180 киловатт. Это на 160 киловатт меньше. По деньгам это 260 гривен. А если взять 6 месяцев, то это 1600 гривен экономии. Если рассматривать бойлеры среднего ценового диапазона, то данный бойлер стоит приблизительно 6100 гривен. А такой же бойлер обычный стоит приблизительно 5500. При этом мы не рассматриваем бойлеры более дешевого сегмента, который там стоит 2000 без регуляторов температуры и тому подобное. За первый сезон вы как раз отобьете эту разницу в цене. А дальше, последующие сезоны, вы уже будете экономить на электроэнергии. Какие еще есть плюсы у данного бойлера? Первое, это то, что вам в 2 раза реже придется делать обслуживание и чистить бойлер от накипи. И второе, если вдруг у вас старая электропроводка или там слабая какая-то,
то в зимнее время не такая будет нагрузка на вашу электропроводку. И это очень хорошо. Этот бойлер я установил 4 года назад, и он у нас работает без замечаний, так что я вам рекомендую. Вот такой у нас сегодня был обзор. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. С вами был Артем Кошелев. Всем пока!